Привет всем! Вы на канале Ирена Адлер. Это, кажется, первое видео в этом году, которое я сняла. Уже конец апреля, но в связи с войной в Украине у меня просто не было на это ни сил, ни желания что-либо снимать. Ну и мне кажется, что даже сейчас особо нет никому дела до украшений. Это моя родина, Украина моя страна. И более того, я до 2014 года жила в Крыму, я там родилась и выросла, но из-за аннексии России Крыма мы вынуждены были эмигрировать. И война для нас началась еще тогда, в 2014 году. Я, конечно, не буду здесь рассказывать об этом, что-то показывать, что-то утверждать и объяснять. Если я увижу здесь какие-то негативные комментарии, я их буду, конечно же, удалять. Пока я буду выкладывать видео со своими находками с антикварных базарчиков, с блошиных рынков. Возможно, будет история какая-то украшений, но развлекательный контент с модными трендами, с подборами украшений, с какими-то рекомендациями я оставлю на потом. Итак, я желаю вам приятного просмотра. Так, я традиционно выложила броши за кадром, чтобы не было расфокусировки, буду показывать по одной. Вот такой утенок. Он из пластика, но это не бакелит, как я изначально думала. Здесь видно. Не знаю, насколько эта брошь ценна для коллекционеров. На игле здесь надпись Made in Germany, и таких брошей в Чехии, в Германии винтажных очень много. Часто бывают такие броши в виде собачек, каких-то таких вот мультяшных героев. И мне кажется, что есть определенные люди, коллекционеры, которые именно такие вещи коллекционируют. Следующая брошь позолоченная, вот такой листик. У меня такие броши уже были подобные. На ней есть маркировка вот здесь вот. Американер АНД. Это броши выпускались немецкими фабриками на экспорт для США. Американер АНД, это значит, что это мастерская Андреаса Дауба. Такая маркировка броши мне уже встречалась, у меня они были. Следующая брошь вот такая овальная, красивая, в стиле Биederмeier. Это стиль середины 19 века. Брошь, конечно, это не 19 века, а уже более новая. Но меня она привлекла просто своим узором. Конечно, покрытие уже на ней утрачено, как вы видите. В общем-то, она, можно сказать, в плачевном состоянии. Но жемчужины здесь все на месте, и есть только несколько утрат вот этих вот кристаллов мелких коричневатого цвета. Я не решила, буду ли я ее восстанавливать, или эта брошь мне подойдет просто для использования жемчужин. Такие жемчужины в хорошем состоянии очень редко можно найти, а так эта брошь может послужить для ремонта других брошей. Дальше вот такая брошь интересная, она керамическая. Я думаю, что она не очень старая, но мне понравилась вот эта вот расцветка, такие интересные разводы. И не знаю, я решила попробовать взять вот такую керамическую брошь. Возможно, она кому-то понравится. Всегда оригинально.
Следующая брошка планка. Я такие планки с кристаллами часто нахожу, у меня их достаточно много в магазине. Они хорошо используются для комбинации с несколькими брошами. Ну и цвет кристаллов здесь вот такой вот бирюзовый, очень интересный и встречается редко. Следующая брошь трилистник. Я думаю, что это где-то 40-е годы. Это классическая такая чешская брошь. Здесь полностью все кристаллы, все вставки целые, все на месте. И как я говорю, что красный цвет в украшениях, он очень популярен у покупателей. Мне всегда кажется, что красный цвет любят многие, и тот, кто не отваживается носить красный цвет в одежде, тот может его использовать вот в таких вот небольших аксессуарах, вкрапляя в свой повседневный образ. Следующая брошь вот такая наборная. Это уже брошь Чехословакии. Я думаю, что это 70-е, возможно, года 80-е. Она не слишком старая, но она в прекрасном состоянии. Очень непритязательна по дизайну, поэтому подходит под все. Ну и классический жемчуг. Вы знаете, он никогда не выходит из моды, а здесь эти жемчужины в превосходном состоянии. Поэтому такая брошь очень, я думаю, не будет залеживаться, как говорится. Следующая брошь, вот такой квадратик с мелкими красными кристаллами и одним по центру, в стиле ар-деко, такая геометрическая. Я не знаю, я считаю, что это брошь примерно 40-х годов, и она мне напоминает брошь, которую я до этого в прошлом году нашла, покупала, по-моему, в каком-то лоте, таком большом. Посмотрите, как они перекликаются друг с другом. И вот эти броши можно носить в комбинации вместе. Их объединяет вот этот геометрический орнамент, цвет кристаллов и, в общем-то, стиль этих вещиц. Следующие несколько брошей я привезла из Вены. Там мне удается найти более интересные экземпляры. Но эта пантера не такая уж и старая, тем не менее на ней есть маркировка PL. Это брошь компании Pierre Lang. У нее очень хорошее покрытие золотое и вот такие вот зеленые глазки у этой пантеры. В общем-то, она такая достаточно интересная. Дальше вот такая малюсенькая камея. Она пластиковая. Не особо, я думаю, какую-то ценность имеет, но женские камеи, женские портреты на брошах — это достаточно популярный такой вот вид брошей. Женщины все-таки это любят, и камея — это, ну, если не сказать, что это вечная классика, то это, по крайней мере, то украшение, которое имеет историю многих-многих веков, и еще с античности делали камеи. И еще одна камея, которая уже более ценная, это камея целлулоидная. И я думаю, что это конец 19-го, начало 20 века.
Единственный здесь недостаток — это то, что замочек все-таки поврежден. И носить ее можно, конечно, но, наверное, я ее не буду выставлять в магазин. И еще вот такой вот у меня есть женский портрет. Это простая печать на пластике, брошь недорогая. Но, как я и говорила, женские портреты вот в разных их комбинациях это достаточно популярное украшение. Следующая брошь — это вот такая вот роспись на фарфоре. Очень красивые цветы, и мне попадалось несколько разных таких подобных брошей. Ну вот наравне с вот этой керамической я решила такие броши попробовать для своего магазина. Насколько они понравятся покупателям, я не знаю. Дальше вот такие интересные слоники. Знаете, как такие милые подарочки на День матери. Выглядят они, конечно, очень здорово. Здесь нет вставок никаких, это просто латунная такая брошка, но, согласитесь, очень милая. Дальше вот такой бантик. Интересный цвет металла. Здесь такой ганметал как будто, ну, учитывая то, что раньше не знали, наверное, что такое цвет ганметал. Покрытие здесь немного другое, но цвет похож. Что интересно в этом бантике, это то, что вот в этой вот вставке, в этой серединке натуральные сухие цветы. Они залиты пластиком и вот в такой вот в ободке из кристаллов. Такой бантик будет хорошо смотреться на своем месте, то есть на рубашке под воротничком, как галстук бабочка. Дальше вот такая красивейшая брошь, классический представитель Чехии. Что привлекательно в этой броши? Она двухслойная, то есть у нее есть верхняя часть и нижняя часть, которые соединены друг с другом, и брошь напоминает коробочку как бы. Сделано это для того, чтобы закрыть изнанку, поэтому изнанка у этой броши вот такая вот прекрасная, красивая. Имитация бирюзы великолепная. То есть чехи, конечно, были мастерами стекла. Я это говорю в каждом видео. И самое большое их достижение — это то, что они могли сделать имитацию практически любого природного натурального камня из стекла. Вот такое было у них производство. Здесь еще листики, цветочки покрыты тоже белой и голубой эмалью. И она хорошо сохранилась. В общем-то, брошь, конечно, шикарная. Ну и последняя брошь, которую покажу, это вот такая великолепная целлулоидная резьба. Резьба на винтажном пластике, целлулоид, я не раз уже говорила о нем. Это пластик был изобретен в середине 19 века, и просуществовал он практически до Второй мировой войны. После Второй мировой войны его запретили, потому что он слишком горюч. Ну а до этого очень много было брошей из него сделано. И вот такая вот тонкая резьба, которая заменяла резьбу по слоновой кости,
соответственно, удешевляла украшения, и украшения могли уже позволить себе менее богатые дамы, скажем так. Но от этого украшение совершенно не стало каким-то, я не знаю, какой-то дешевкой, скажем так. И сейчас очень многие коллекционеры собирают именно вот такие вот целлулоидные броши. И в конце я хочу рассказать об одной знаковой для себя находке на одном из базарчиков Вены. Это вот такая вот фотография начала 20 века, а может быть конец 19-го. Здесь две женщины и надпись «Ателье Адлер, Прага». Я сейчас поясню, почему эта фотография знаковая. Дело в том, что свой магазин и свой бренд украшений Рен Адлер мы организовали вдвоем с сестрой в 2007 году. И назвала я его по имени литературного персонажа из романов о Шерлоке Холмсе. Ирен Адлер – это женщина, в которую был якобы он влюблен, и она отличалась незаурядным умом и такими способностями. Вот такая история. Мне показалось, что это очень знаково для моего магазина, для моего бренда Ирен Адлер. Тем более, что какова вероятность была найти именно мне вот такую вот фотографию, на которой изображено, ну, предположим, две сестры, две женщины, и стоит надпись «Адлер». Вот такая интересная история, на мой взгляд. И эта фотография становится таким неким символом для меня и знаком того, что я делаю в своей жизни все правильно.